Итак, теперь мы с вами выкраиваем детали из подкладки. Значит, смотрите, рукавчик. По всем срезам я прибавляю по 1 сантиметру. По низу рукава я не прибавляю совсем ничего. У меня здесь уже есть прибавка. И в процессе пошива, если мне захочется, я срежу дополнительно еще. То есть с рукавчиком все понятно. Конечно же, в 2 слоя, то есть сразу 2 рукава из подкладочной ткани выкраиваем. Теперь, что касается полочки и спинки. Значит, давайте сначала рассмотрим полочку. Чтобы здесь не делать дополнительную выточку, я выточку склеила, то есть разрезала полностью вот здесь и склеила выточку полностью. И у меня получилась вот такая изгибистая линия, как рельеф. Ну, то есть я думаю, что здесь не возникнет никаких вопросов. Опять же, по всем срезам можно прибавить по 1, можно прибавить по 1,5 сантиметра. К низу я не прибавляю ничего. Опять же, в процессе работы я подумаю, если мне захочется, я срежу лишнее. Теперь, что касается спинки. К спинке также я прибавляю по 1,5 сантиметра. Далее, смотрите, вот у меня, я уже здесь сколола. То есть к низу я не прибавляю ничего. Далее, вот она у меня шлица. Опять же, я складываю в 2 слоя подкладочную ткань и вырезала вот таким образом. Теперь мне нужно, смотрите, я вот так сгибаю по вот этой центральной линии, я сгибаю свою шлицу, обрисовываю вот так от вот этого уголочка кругленького, да, закругления. Далее саму шлицу обрисовываю и вырезаю. Вырезаю только пока на бумаге. Кстати, не помню, говорила я или нет, вот этот вот у меня закругление здесь, можно сделать просто вот так вот на косую ровненьким, ровной линией. Теперь смотрите, с припусками на швы также мне нужно вырезать вот эту часть. Обвожу с припусками вырезанную деталь. Также 1,5 сантиметра. И вырезаю, но вырезать мне нужно только с одной стороны. И обратите внимание, где у нас лицевая деталь, где у нас лицевая часть, где изнаночная. Но у меня, по-моему, одинаковая. Итак, вот так у нас будет выглядеть шлица. И шлица будет у меня на эту сторону. Поэтому как раз вырезаю вот эту часть я с этой стороны. Вырезаем, как я уже сказала, с припусками на шов. Вот так. То есть у нас получится одна деталь спинки вот такая, вторая деталь спинки вот такая. То, что у нас должно получиться. И еще я не сказала про обтачку. У нас есть еще обтачка. Конечно же, нам нужно сложить кусочек ткани в 2 сложения, приложить и выкроить с припусками на швы. И, конечно же, обтачка у нас должна быть тоже продублирована. И теперь мы можем смело собирать наши изделия, наше пальтишко. Итак, начинаем собирать наше пальто. И для начала я сколола несколько деталей. Сейчас расскажу. Значит, я сколола подборд с подкладкой полочки. Одна полочка у меня получилась. Вторая полочка я пока сколола, сейчас буду сшивать. Далее я сколола детали спинки. Вот они у меня детали спинки. Сколола до шлицы. Вот так, видите? То есть вот здесь у меня уголочек вырезанный, а здесь у меня уголочек, который не вырезанный, то есть вот у нас сама шлица. И я сколола таким образом, чтобы вот здесь у меня как раз эти уголочки сошлись.
То есть я скалываю средний шов спинки, далее прикалываю к спинке обтачку по спинке, и теперь мне все это нужно сшить, и сразу я сколола плечевые срезы. Для чего я сколола плечевые срезы? Чтобы сразу на себя примерить, ну так, просто прикинуть пальтишко, чтобы посмотреть, все ли у меня в порядке, может быть, требуется какая-то корректировка. В принципе, для меня, то есть я не нашла здесь никаких изъянов, никаких корректировок не требуется. Значит, собираю точно так же, пока... Вот оно у меня по плечевым швам я собираю. То есть средний шов по спинке собираю также до шлицы. И собираю, скалываю плечевые срезы. То есть сейчас сшиваю эти швы. Сшивать я буду прямострочной машиной и в разутюжку. То есть вот здесь у меня должно быть в разутюжку, здесь не должно быть никаких утолщений. Если у вас ткань достаточно рыхлая, то, конечно же, краешки лучше оверложить. Но у меня все проклеено дублерином, поэтому я здесь не буду ничего обрабатывать дополнительно, просто сшиваю на ширину 1,5 сантиметра и в разутюжку. Все швы, то есть это у меня будет средний шов по спинке, плечевые срезы, то же самое все по спинке. Единственное, вот здесь, вот этот шовчик посередине спинки, можно, в принципе, не в разутюжку, а просто сшить между собой, можно даже на оверлоке. Но вот здесь нужно быть аккуратненьким. То есть здесь нужно таким образом прошить, чтобы вот эта часть, то есть от этого среза вот сюда тоже должно быть как минимум 1 сантиметр оставаться, то есть на припуск. Вот здесь нужно будет сделать закрепку. Делаем закрепку, и вот в этом уголочке делаем надсечку. Теперь нам нужно пришить рукава. Но прежде чем пришивать рукава, я делаю вот здесь припосадку небольшую. Видите, как я, получается, от центра, вот у меня центр головки рукава, в одну и в другую сторону я отложила 10 сантиметров, и от метки до метки проложила строчку, можно для удобства двойную строчку или 2 прямые строчки, и сделать легкую припосадку. То есть у меня такая получилась очень красивая линия. Вот так вот, наверное, будет видно. Вот так, видите? То есть нет никаких сборок, но припосадка есть. И после этого я должна, то есть я сначала скалываю рукавчик с проймой. Обязательно следим за тем, что у меня здесь уже подтерлась метка. Метка, где у нас передняя часть, передняя половинка рукава, где у нас задняя половинка рукава. Я для начала скалываю и сшиваю. Сшиваю, как обычно, прямой строчкой и в разутюжку. То же самое я делаю и на подкладочных деталях. Сейчас скалю оба рукава, то есть все 4 получается рукава, пальто, подкладка, и буду сшивать. Теперь я сшиваю боковые швы, то есть от низа рукава по боковым срезам до низа пальто. С одной стороны, с другой стороны, и, конечно же, на подкладке тоже я сшиваю боковые срезы. Подкладочные срезы я закрываю еще дополнительно оверлоком. Кстати, здесь на подкладочке я пришила вот такой кармашек, я его еще не заутюживала. Возможно, сюда я сделаю кнопочку, установлю, еще подумаю. После того, как мы с вами сшили боковые срезы, мы можем с вами пришить карманы. То есть вот сейчас самое время. Мы с вами надеваем пальто на себя. Если у нас накладные карманы, мы определяем расположение кармана и пришиваем. Помните, да, у меня вот такие заготовки для кармана. Но я думаю, что они слишком большие для кармана. Я, наверное, сделаю вот так сейчас квадратные. Так, отрежу лишнее. Ничего лишнего не будет, будет просто накладной карман. Я сейчас его отрежу, выверну наизнанку, прострочу. Ну и, в общем, подготовлю и пришью, конечно же, определив место расположения кармана. Карман можно пришивать вот так на косую, можно по прямой, то есть как вы хотите. Можно пришить молнию дополнительно, можно пришить клапан
сверху и сделать, допустим, кнопочку или пуговку. То есть все в ваших руках. Можно, кстати, сделать вот такой карман большой, как у меня есть. И сделать вот такой отворот. И сюда пришить пуговку. Ну, то есть будет просто для красоты очень интересно. Я сейчас подумаю, что у меня будет с карманами. Какие они у меня будут карманы. Вот у меня две заготовки. И после этого я перехожу к воротничку. Я решила для себя все-таки, что воротничок у меня будет стоечка. Поэтому мне нужно от воротничка отрезать лишнее. Я уже здесь отрезала часть. Мне не хватило ткани для обтачки по спинке. То есть вот этой части мне не хватило. Я брала от воротника. Вот так я складываю в два сложения. И примерно я сейчас отрезаю 9 сантиметров. Минус примерно 1,5 сантиметра. У меня останется 7,5 сантиметров высота стоечки. Можно отрезать поменьше, то есть сделать чуть поменьше стоечку. Можно чуть побольше, можно оставить такую. Она у меня 11 сантиметров. И делать еще вот так вот подгибку. Но я думаю, что мне достаточно будет вот так 9 сантиметров. Я сейчас отрежу. И что касается длины этого прямоугольника, у меня уже есть горловина готовая. Вот так будет у нас застегиваться пальтишко. Смотрите, от среза, от края полузаноса я буду отступать примерно 4 сантиметра. Так, 4, сейчас скажу сколько. Тут еще зависит от того, сколько вы оставляли полузанос. Я, наверное, оставлю 5 сантиметров, я отступлю. И от этой точки я уже измеряю горловину, вот так. Точно так же с другой стороны я отложу от среза переднего также 5 сантиметров. То есть у меня будет стоечка, воротник не внахлёст, а в стык. Вот так измеряю. И здесь тоже 5 сантиметров не дохожу. 54 сантиметра у меня будет воротничок. 54 сантиметра. Значит, я беру свой воротничок, заготовку, и отмеряю 54 сантиметра по длине. Ну и отрезаю сейчас по высоте, чтобы у меня осталось 9 сантиметров в два сложения. В общем, я сейчас заготавливаю свои детальки. Деталь воротника, детали кармашков. Кармашки сразу пришиваю и приступим к пришиванию воротничка. Ну и, конечно же, уже будем с вами соединять детали подкладки и пальто. Вот так сейчас примерно 9 сантиметров. Да, вот так. Отрезаю лишнее. В принципе, могу сразу показать, как мы будем с вами пришивать воротничок, да? Так, значит, берем с вами пальто, горловина, отступаем 5 сантиметров, прикладываем вот так лицом к лицу воротничок, прикалываем только одну сторону, вот так, и опять же здесь будет тоже, не доходя до края, 5 сантиметров. Прикалываем. Точно так же я беру подкладку. Так, сейчас приколю, наверное, будет удобнее. Теперь я беру подкладку. Тоже горловину. И лицом к лицу, опять же, я прикалываю, отступив 5 сантиметров от среза, от борта. Так, где у меня сантиметровая лента опять? Отступаю 5 сантиметров от края. Вот они. Складываю. То же самое с другой стороны. 5 сантиметров. Складываю. И прикалываю уже к подкладке вторую половинку воротничка, второй край воротничка.
готово. Получается, смотрите, с одной стороны воротника у меня подкладка, с другой стороны воротника у меня пальто. Пришивать я буду прямой строчкой. Теперь мы с вами сшиваем рукава. Я их уже, конечно, сшила за кадром, покажу вам, как я их сшила. Смотрите, ну, чтобы для ориентира, да, вот мой воротничок. По одну сторону у меня пальто, по другую сторону подкладка. И рукава я соединяю таким образом. Вот у меня идет боковая линия, боковой шов пальто и боковой шов подкладки. И я совмещаю рукавчик вот так в стык. Вот у меня шовчик идет. Никаких я здесь не делаю срезов, то есть ничего я здесь не измеряю. Как вырезала подкладку и рукавчик, то есть рукав подкладки, рукав пальто, так и оставила. Шов проложила на 1,5 сантиметра по ширине. Конечно же, я пришила уже оба рукава. И теперь я буду соединять по передним срезам свое пальто. По передним срезам и по низу пальто. Значит, смотрите, ну для начала мне нужно, конечно же, соединить воротничок, соединить вот этот уголочек. Но что я хочу сделать? Сейчас я выворачиваю на лицевую сторону свое пальтишко. Так, у нас будет запах на эту сторону. И, значит, с этой стороны мне нужно, то есть я хочу пришить воздушную петельку. Я сейчас делаю пометку, вот так вот просто булавочку вкалываю, чтобы я понимала, с какой стороны мне нужна эта петелька. Выворачиваю теперь обратно наизнанку. Беру вот такой кусочек небольшой шнурочка, у меня вот такой черный шнурочек, ну, диаметром примерно 3 миллиметра, такой небольшой. Складываю вот так петелькой в виде петельки. Конечно же, петелька должна быть размером с пуговки. У меня уже куплены пуговки, правда, я немного, даже не немного, а очень отошла от цвета. То есть у меня пальто черно с голубыми пятнами, черное пальто, а пуговки у меня более такие синие. Но я думаю, что либо я их оставлю, в принципе, смотрятся неплохо, либо я позже куплю другие и пришью другие пуговки. Но размер оставлю такой же. То есть я примерно вот так вкладываю пуговку в петельку, чтобы, ну, то есть, чтобы она у меня проходила, да, пуговка свободно. Вот так это будет выглядеть. Значит, вот она у меня булавочка. Самой петелькой я вкладываю вот так между слоями воротника. Совмещаю срезы, вот эти шовчики совмещаю. Петельку выравниваю. Мне нужно ее приколоть таким образом, чтобы она у меня никуда не убежала, чтобы все было красиво, ровно и правильно. То есть мне нужно будет сшить вот этот шов, вот эти срезы, конечно же, с другой стороны тоже. Далее вот здесь я делаю надсечку с обеих сторон, пришиваю. Вот здесь у меня заканчивается шовчик, от этого шва я сшиваю уже вот эти срезы, вот этот уголочек, и иду вниз. Сейчас сложу. Стараюсь ничего не вытягивать, не растягивать. У меня ткань немного такая нестабильная. Именно поэтому я проклеивала ее дублерином. Итак, скололи по борту. Теперь смотрите, здесь я оставляла 10 сантиметров на подгибку. Мне нужно соединить этот срез и этот срез вместе. Но вот здесь, там, где у меня начинается, то есть от борта далее сюда в глубину, мне нужно соединить больше, чем будет соединено вот здесь. То есть здесь я соединяю примерно на 1,5 сантиметра больше. То есть если я оставляла 1,5 сантиметра на подгибку, значит здесь мне нужно соединить на 3 сантиметра. И отсюда, от этого уголочка, вот к этому шву, к краю подборта, мне нужно уже прострочить вот такую косую строчку. То есть получается от 3 сантиметров до 1,5. Вот так. Именно вот так. С другой стороны точно так же. Далее я совмещаю
уже по прямой. Так, вот так, наверное, так и продолжу. По прямой совмещаю подол. Совмещаю вот эти швы боковые обязательно. Булавочки я побольше, почаще закрепляю, чтобы у меня тут уже все было ровно, красиво. Итак, смотрите, я сметала из изнаночной стороны подол. Получается, одна сторона, вот я уже вывернула для того, чтобы вам было понятно, одна сторона у меня без проблем сметалась. То есть мы здесь по срезам сметываем нашу шлицу, внутреннюю часть. Далее здесь обязательно, то есть вот с этой стороны делаем точно так же, как и здесь. Нужно, чтобы вот здесь у меня уголочек приподнятый был, чтобы вот отсюда, вот здесь на нуле, а здесь была свобода. Видите, то есть оно здесь приподнимается точно так же, как и здесь. То есть здесь у меня 3 сантиметра, примерно на 10 сантиметров к 1,5 сантиметрам идем. Здесь у меня будет ровненько, а здесь уже пойдет нахлест. Нам нужна обязательно свобода на подкладке. То есть подкладка должна быть примерно на 1,5 сантиметра, вот так свободно. Делаем точно так же в районе борта и в районе шлицы. Что дальше? Кстати, у меня здесь немного мокро, это я отпаривала, не переживайте. Теперь я снова выворачиваю наизнанку и совмещаю уже вторую половинку шлицы. Так, совмещаю пока булавочками. Здесь у меня есть начало, то есть у меня вот здесь вот шовчик и здесь шовчик, это у меня будет начало. Он у нас состыкован. Скалываю до низа. Вот так я прикалываю вторую половинку шлицы. Далее вот здесь внизу подкладку я делаю вот так складочкой и скалываю булавочкой, фиксирую не сильно. Теперь смотрите, вот здесь у меня осталась вот такой срез. В принципе, можно вот так, сейчас покажу, вот так сделать строчку, уголочка этого лишнее срезать. Я сейчас зафиксирую опять же булавочками, выверну и покажу, что получилось. Так, выворачиваю этот уголочек, эту шлицу, деталь, раскладываю сейчас. Вот так, смотрите, здесь у нас будет без складочки. Далее идет у нас вот так нахлест. Обязательно должна быть свобода по низу на подкладке. Далее здесь у нас опять идет на нет. И вот такой у нас получится уголочек. Все это отутюжится, все хорошо, красиво будет смотреться. Изнутри этот уголочек срезаем. Вот этот уголочек мы с вами срезаем, выворачиваем, отутюживаем, и в принципе все готово. Смотрите, я не сказала, когда мы с вами сшиваем рукава, то есть когда мы с вами сшиваем боковые срезы, вообще по идее нужно оставить незашитое место где-нибудь от подмышки вниз примерно на 10 сантиметров в рукаве, да, на подкладке. Можно оставить незашитое место вот здесь где-нибудь в стыке подборта. Можно оставить незашитое место по низу, по подолу. То есть это уже кому как нравится. Самое потайное место это внутри рукава. Поэтому я оставляю внутри рукава дырочку. Итак, мы сейчас с вами сшиваем низ нашего пальто. Сшиваем борта. Конечно же, выполняем вот здесь уголочек, сшиваем. Здесь обязательно насечку, я уже сказала. Вот эту часть сшиваем. Здесь у меня петелька. То есть, если у вас тоже петелька, не забывайте о ней. Далее сшиваем. Ну, то есть, мы сейчас уже все сшиваем с вами и не торопимся выворачивать. Я еще покажу кое-что. То есть, мы с вами сейчас еще пришьем плечики. Я хочу подплечники сделать. У меня подплечники тоненькие. Я, наверное, буду делать двойные подплечники. У меня для тонких тканей, то есть блузочные плечики. Поэтому я
сделаю из того, что у меня есть, сделаю двойные плечики и сделаю кое-какие закрепки. Покажу и расскажу вам чуть позже. Итак, пальто у нас практически готово, остались маленькие нюансики. Я сейчас расскажу о них более подробно. Значит, для начала я пришиваю подплечники. Пришиваю, вот смотрите, вот она моя строчка, где пришит рукавчик. Сюда пришиваю подплечники, то есть вот здесь наживляю, да, и с этой стороны. То есть у меня получается свободно вот здесь. Не пришиваю их до конца, иначе оно уйдет вот эта пышность, а мне как раз нужна пышность. Пришиваю подплечники. Далее вот здесь у меня воротничок. Вот он воротничок. Я делаю закрепки по плечевым швам. Вот так. Делаю закрепки, чтобы он у меня не расходился, да, при носке. Еще один маленький нюанс, это вот, ну, у меня это резиночка, у вас же это может быть просто какая-то тесемочка, какая-то тоненькая ленточка. Значит, эта резиночка или эта тесемочка должна быть не менее 5 сантиметров. От 5 до 10 это нормально. Что это за резиночка? Смотрите, у нас есть рукавчики, вот он у нас боковой шов, и это у нас подмышечная впадина, подкладка и пальто. Я их соединяю, то есть эту резиночку я соединила таким образом, чтобы у меня просто как бы скрепляло эти две вещи, потому что если мы с вами здесь не сделаем вот эту закрепочку, когда мы будем с вами, допустим, снимать пальто, подкладочка может подтянуть за собой какие-то вещи, то есть то, что на вас надето, свитер, кофта или какие-то другие вещи, и будет некоторая неприятность, то есть, ну, будет сдвигаться. Будете постоянно поправлять. Поэтому я сделала такую историю. Значит, теперь мне нужно вывернуть свое пальто. Где-то у меня тут не зашитый рукавчик. Через это отверстие я сейчас выворачиваю свое пальто. Уже отглаживаю все окончательно. Все эти уголочки, все свои швы. Шлицу, конечно же. Делаю на шлице закрепочку. Я на ней немножко позже остановлюсь. Делаю, конечно же, петли. У меня будут пробивные петли. И пришиваю пуговки. Так, что еще хочу сказать. Значит, я отутюжила свое пальто. Теперь, смотрите, вот она моя шлица. Вот здесь я сделаю закрепочку. Там, где у меня она начинается, примерно отступив, ну, вот так на ощупь, примерно 1-1,5 сантиметра. Я здесь уже сколола булавочкой. Я сделаю вот такой косой шов. Сделаю как закрепкой туда-сюда. То есть две строчки получится. Далее, возможно, я еще для красоты на шлице сделаю тоже пуговки. Ну, например, 3 штучки. Сделаю пуговки для красоты, чтобы они у меня были как бы не только спереди, но и сзади. Ну, захотелось мне так. Пуговиц у меня очень много. Что касается рукава. Рукавчик я тоже заутюжила. Ну, то есть чуть-чуть приподняла на 1,5 сантиметра длину рукава сюда. И смотрите, сейчас я выверну рукавчик, покажу. Рукавчик у нас не должен быть в стык. Вот этот вот нахлест тоже должен быть, так же как и на подоле пальто. То есть вот эта свобода, она должна присутствовать. Вообще ее не обязательно заутюживать, вот эту свободу, то есть подкладку вот в этом месте. Потому что когда мы будем носить, при носке это все само сомнется, то есть само сложится так, как ей нужно. Ну, я заутюжила, чтобы вам было более понятно. Далее сделала закрепку, то есть вот так, чтобы у меня вот это место не разворачивалось, здесь у меня заутюжено. Сделала закрепку вот здесь, где у меня идет шов, именно по пальто, то есть не на подкладке, вот так пальто. И напротив, вот здесь я тоже сделала закрепку. Закрепку сделала ниткой иголкой. Можно, конечно, прострочить вот так прямой строчкой по кругу, один рукав и второй. Далее сделала закрепки обязательно по низу. Сейчас вот так переверну пальто. Обязательно по низу. Вот здесь, в этом месте сделала закрепку. Там, где у нас шов боковой, сделала закрепку. И в этом месте тоже сделала закрепку. Далее, с другой стороны шлицы. Здесь сделала закрепку. Ну, можно еще здесь сделать закрепку где-нибудь. Там, где у нас идет
боковой шов, сделала закрепку. И здесь тоже сделала закрепку. То же самое, как и по рукаву, можно прострочить прямой строчкой. Можно внутрь проклеить клеевую паутинку, но после клеевой паутинки тоже нужно сделать закрепки, потому что клеевая паутинка, она тоже может отклеиться. Ну и в принципе все. Мне осталось единственное, что зашить вот это незашитое место на рукаве, сделать петельки и пришить пуговки. Кстати, я примерила рукав. Можно было бы, конечно, сделать рукав более узким, но я его оставлю таким. Захотелось мне. Можно сделать вот здесь, вот смотрите, вот так вот у нас рукав, вот здесь у нас боковой шов. Можно сделать вот здесь какую-нибудь складочку, да. Можно сделать вот сюда хлястик, ну то есть как декоративный здесь, чтобы она немножечко присобралась. Ну то есть я хочу оставить такой, то есть я не буду по рукаву ничего менять. Что я еще скажу, то есть хочу на карманах сделаю сюда пуговку, значит на шлице я сделаю пуговку, ну и конечно же сделаю петли пробивные, я кстати их научилась делать, у меня уже неплохо получается, и пришью пуговицы. Ну а с вами я на этом прощаюсь. Утепляйтесь к осени красиво, утепляйтесь сами, своими руками. Желаю всем классных, теплых осенних деньков. Всем пока!